Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 12 марта, воскресенье. И сегодня я хотел бы остановиться на двух основных вопросах. Во-первых, э, подвести итоги прошлой недели очень коротко. Главное, по основным, самым главным для Украины вопросам. Ну и затем последнее, так сказать, событие в попытках Российской Федерации обойти санкционный режим при помощи своих, как она считает, союзников из числа новых независимых государств бывшего Советского Союза. Итак, президент Байден в конце прошлой недели представил новый бюджет на финансовый год, на следующий, который начинается 1 октября. Ну, я очень сомневаюсь, что он будет утвержден, потому что, как свидетельствует практика последних нескольких лет подряд, ни разу этот бюджет не был согласован и утвержден в срок. Тем не менее, главное, что нас интересует – расходы на оборону и то, что администрация хотела бы потратить на оказание военной помощи Украине. Итак, рекордный военный бюджет Соединенных Штатов на следующий финансовый год чисто Пентагону 842 миллиарда долларов. К этому нужно приплюсовать 20 миллиардов долларов это дополнительно по линии Министерства энергетики, которые идут, это ассигнования, которые идут на поддержание, модернизацию, совершенствование ядерных сил США. Это отдельно идет по Министерству энергетики. На это, значит, 24 миллиарда запрашивается. Плюс еще 20 миллиардов нужно сюда приплюсовать. Это расходы на разведывательное сообщество Соединенных Штатов Америки, главное агентство из которого является ЦРУ и Агентство национальной безопасности, причем Агентство национальной безопасности имеет гораздо больше бюджет, чем ЦРУ. Таким образом, все это приплюсовав, мы получаем 886 миллиардов долларов. Это то, что запросил Белый дом. Но, как показывает практика, Конгресс, особенно с учетом китайского фактора, последние годы увеличивает этот бюджет, то есть запрос Белого дома. Поэтому есть серьезные основания полагать, что этот бюджет впервые приблизится вплотную, а может быть даже превзойдет 1 триллион долларов. Если это случится, это будет рекорд. Министерство обороны запрашивает вот в рамках этого бюджета, этих цифр, которые я вам назвал, Пентагон запрашивает 170 миллиардов на закупки вооружений. И прежде всего это будет касаться увеличения производства и пополнения запасов боекомплектов, то есть прежде всего снарядов 155-го калибра, и на производство всевозможных ракет. Есть основания полагать, что вот здесь в значительной степени спрятаны серьезные средства, которые будут использованы, могут и будут использованы для оказания помощи Украине. Но что касается конкретно Украины, вот то, что упомянуто для Украины, это всего 6 миллиардов долларов на следующий финансовый год. Но не стоит сразу пугаться, потому что за предыдущий финансовый год официально в начале администрация Байдена запросила 6,9 миллиарда на текущий финансовый год, а было затрачено, вернее, выделено в процессе еще траты этих на конкретные проекты, было выделено уже 114 миллиардов, примерно 114 миллиардов долларов, так что будем надеяться, что и цифра в 6 миллиардов, которая сейчас запрашивает на следующий финансовый год, будет существенно превышена. И в одном из последующих видео я вам расскажу, что планируется сделать в этой связи, потому что, как ожидается, этот бюджет так просто не пройдет. И запросы на оказание помощи Украине тоже так просто не пройдут. Существует очень сильная оппозиция в Конгрессе,
как я вам рассказывал, прежде всего среди крайне правых трампистов, это вот мага-групп. Их не так уже много, но они повязали фактически обязательствами всевозможными спикера Кевина Маккартни, он полностью от них зависит. Он не будет предпринимать никаких действий, которые будут раздражать вот это трампистское крыло республиканской партии, потому что любой один человек из этого крыла, да и вообще из Палаты представителей, согласно тем обязательствам, которые они навязали на Маккартни, один человек достаточно для того, чтобы возбудить дело о его импичменте, и он может быть вышвырнут из своего спикерского кресла в любой день. То есть он не будет предпринимать ничего такого, что не нравится группе МАГА, трампистской группе МАГА, которая пришла к власти, как я неоднократно говорил, под лозунгом «Ницента Украине». Но есть ходы, есть хитрые, тонкие бюрократические ходы, некоторые из них уже, так сказать, намечаются, их уже обсуждают. Я вам расскажу о них в одном из последующих видео. Кевин Маккартни, вот этот же злополучный, один из самых неудачных спикеров, то есть он стал хромой уткой уже в момент своего назначения. Так вот, значит, возможно, вы знаете, что он отказался принять приглашение Владимира Зеленского посетить Киев. Правильное было приглашение, уговорить его как-то, изменить позицию, хотя это вряд ли удалось бы, но тем не менее. Он отказался приехать в Киев и подтвердил свое намерение не подписывать так называемых безразмерных или пустых чеков. Это такой чек, который подпись там стоит, а ты туда, то есть получатель этого чека, сам может вписать себе любую цифру, которая ему нравится. Маккартни подтвердил, что этого не будет. Вторая важная информация, которую нужно иметь и просто запомнить, потому что она будет влиять на развитие ситуации в Украине. Я имею в виду прежде всего в войне против агрессора на украинской территории. Это заключение американской разведки, которое огласила Аверил Хейнс, директор национальной разведки, на недавних слушаниях в Конгрессе, в Сенатском комитете по делам разведки. В частности, она отметила, что Россия понесла очень сильные потери в живой силе и в технике. То есть ее конвенциальные силы, так называемой второй армии мира, были потрепаны и ощипаны. Понадобится много, если не менее десятка лет для того, чтобы их восстановить. И в этой ситуации неизбежно растет фактор ядерного оружия в качестве оружия сдерживания для России. И это, в общем-то, по большому счету плохо, но не критически плохо. Тут весь вопрос о том, в каком они состоянии, эти ядерные силы. Но предполагается, что Путин будет использовать орудие вот этого ядерного шантажа, хотя его приструняли неоднократно в последнее время, предостерегали, чтобы он это не делал, и попробует каким-то образом модернизировать вот эту рухлядь, которую он называет ядерным щитом России. Есть основания у многих аналитиков полагать, что это в значительной степени рухлядь и блеф. С другой стороны, значит, как сказала Хейнс, американская разведка полагает, что Путин готов к затяжной войне, и главная надежда у него на то, что Запад устанет от этой войны быстрее, чем Кремль, сократит или прекратит помощь Украине. Ну и самая большая у него надежда, хотя Хейнс об этом не сказала, но я вам могу сказать со всей ответственностью, в ближайшие 2 года, то есть до конца следующего 2024 года,
Самая большая надежда Путина – этот вариант избрания Трампа следующим президентом Соединенных Штатов. Это так приблизительно, как уже в 1944 году Гитлер и вообще его вся верхушка отчаянно надеялись, следили за здоровьем президента Рузвельта и отчаянно надеялись, что что-то с ним, что он умрет. И надеялись, что с его смертью, с его уходом антигитлеровская коалиция развалится, и можно будет заключить сепаратный договор с Западом, прежде всего Великобританией. И вот теперь примерно такая же надежда у Путина на Трампа. И Трамп на прошлой неделе вышел на арену, причем, так я бы сказал, ярко, как настоящий рыжий клоун. Он дал интервью своему дружбану, который в какой-то момент даже был его советником по связям с общественностью. Речь идет об одном из известных телеведущих компании Fox News по имени Шон Хеннесси. И там был вопрос. Трамп же заявлял, что война в Украине развязана, потому что Байден слабак. Вот если бы я, Трамп, был сейчас президентом, то никакой войны бы не было. Я там Путина бы приструнил. И есть наивные люди, что греха таить. Они присутствуют, или дезинформированные люди, которые присутствуют в украинском, в том числе в украинском информационном пространстве. И иногда они появляются у меня среди зрителей, задают мне вопросы, типа, вот, был бы Трамп, как бы было хорошо, войны бы не было, он Путина бы приструнил. Ну так вот то, что я вам сейчас скажу, это интервью, которое дал Шон Хеннесси Трамп, оно ставит все точки над «и» по поводу того, что было бы, если бы Трамп был президентом. И можно будет предположить, что будет, если Трамп станет президентом в 2024 году. Итак, значит, Шон Хеннесси записал интервью, но когда он его транслировал в своей программе Fox Channel, он вырезал оттуда одну очень, в общем-то, критически важную эпизод, критически важную часть. Я вам сейчас ее процитирую. Хеннесси спрашивает у Трампа: вот вы говорили, что могли бы эту быстро войну в Украине закончить чуть ли не 24 часа, как говорил Трамп. Как бы вы этого добились? И вот я вам цитату буквально даю. Трамп, кавычки открываются, я мог бы договориться, с Путиным имеется в виду. В худшем случае я мог бы заключить сделку, чтобы дать ему, Путину, что-то захватить в Украине. Знаете, есть определенные территории в Украине, которые являются русскоязычными территориями, верно? Можно было бы заключить сделку. Кавычки закрываются. Короче говоря, вот как Трамп мог бы предотвратить войну в Украине, вернее, агрессию Путина, ну просто отдать ему, не оказывать вообще никакой помощи Украине, просто отдать ему эти территории, он бы отдал эти территории. Ну и сейчас, 24 часа, президентом становится Трамп, допустим, теоретически, в ноябре 2024 года, инаугурация в январе, и на следующей неделе он прекращает военную помощь Украине и ставит условия дать ему, Путину, отдать определенные, как он сказал, территории, которые являются русскоязычными. То есть вот все, что он захватил, включая 2014 год и сейчас. И будет мир. И Трамп покажет свою крутость, какой он сильный президент, которого боится Путин. Вот все, что мы должны знать по поводу Трампа, о чем я вам неоднократно рассказывал. Это пудель путинский. Это рыжий клоун, причем глупый клоун, что можно, значит, это вот эти его высказывания, это последнее яркое свидетельство его глупости. Ну и в практическом плане надо помнить, что в украинском информпространстве, о чем я тоже неоднократно рассказывал, по-прежнему бродят, их, правда, меньше стало, но по-прежнему бродят вот отрыжки этого
трампизма, личинки мага дезинформационные, которые по-прежнему рассказывают о том, что Байден сдал Украину Путину. Последний, значит, гениальный ход развития этой мысли, что вот теперь он сдал, то он сдавал Путину Украину еще летом 2021 года во время встречи в Женеве. Потом он еще раз ее сдавал. Теперь эта сдача обошлась Америке уже 114 миллиардов долларов. В результате этого Украина стала, ну, так, по большому счету, самой мощной военной державой Европы. Это все в результате сдачи Байдена. Ну и последний апофеоз этой мысли, последнее, что он теперь сдал Украину, Байден, Путину еще на 4 или на 5 лет продолжает сдавать. Ну вот теперь, значит, в свете этого высказывания Трампа уже никто, то сын об этом говорил, что надо заканчивать помощь Украине, Мага говорила, яркий последователь, но теперь Трамп уже сказал, как он хочет сделать. Поэтому, господа, просто рекомендую, если вы услышите этих убогих, или часть из них убогие, я имею в виду интеллектуально, вот те, которые по-прежнему рассказывают о великом Трампе, который бы все уладил. А часть из них просто сидит на зарплате. На зарплате это Илларионов, конкретно назову эту фамилию. Человек работает на помойке дезинформационной, вашингтонской, которая работает именно на эту магу. Получает человек там деньги, на этом живет, и поэтому время от времени он должен делать всплески. А поскольку он работает на идиотов, и этот центр работает на идиотов, на мага, то идеи у него тоже такие же идиотские, которые он стыдно, но что делает, надо на что-то жить. И вот время от времени он зажигает. То есть вывод из этого, поскольку от этого может зависеть от нас, но тут я обращаюсь прежде всего к избирателям, представителям бывшего Советского Союза, являющимися гражданами Соединенных Штатов, которые примут участие в выборах 2024 года, а также не выходцев из Советского Союза, просто американцев коренных, которые слушают наш канал, таких тоже немало. Должен просто призвать на выборах следующего года проявить гражданскую зрелость, потому что эти выборы будут между реально силами добра и силами зла, потому что это высказывание Трампа явно показывает, на чьей он стороне. То есть он сейчас на стороне Путина, а раз значит он на стороне Китая, значит он на стороне оси зла. Москва, Пекин, Северная Корея, Иран. Вот четверка. И примкнувший к ним Трамп. Следующую тему, которую я хотел бы с вами затронуть, также вытекает из недавнего вот этого доклада, или не доклада, а брифинга представителя американской разведки в Сенате. Там было указано в ходе, помимо всего прочего, что есть группа стран, в которые входят Турция, Казахстан, подчеркиваю, Индия и Китай, которые содействуют импорту, серому импорту в России запрещенных товаров и таким образом позволяет, с одной стороны, России избежать экономической катастрофы или серьезных трудностей, которые позволяют Путину финансировать свою военную машину, возобновлять производство тех ракет и боеприпасов, которые потом сыпятся на украинские города и села, на мирное население. Но и с другой стороны, значит, продолжать вот эту войну на истощение, которая, как я вам сказал в начале этого видео, он надеется, ну, тщетно, напрасно он надеется, но надеется выиграть. Вот в этой ситуации произошли некоторые изменения в самом конце прошедшей недели. Турция сворачивает свой экспорт санкционных товаров через свою территорию в России. Произошло это не потому, что там Эрдоган принципиально изменил свою позицию,
А прежде всего того, что начала работать схема, согласно которой весь импорт и экспортно-импортные операции, которые идут через Турцию, теперь они контролируются централизованно через Европейский Союз, через то ли это в Брюсселе, то ли я не знаю, где находится территориально этот орган, который занимается этим контролем, но, в общем, находится в Европе. То есть спрятать это турки сами по себе уже не могут, эту информацию. И поэтому Турция достаточно быстро, в течение последних 2-3 дней, начала сворачивать. Ну, сначала была задержка длительная, Москва волновалась, что происходит, искала ответы, и вот, наконец-то, ответ поступил. То есть дальнейшее развитие ситуации в этой области, оно как бы даже не подвластно Анкаре, не подвластно Эрдогану. Ему надо сделать выбор теперь или между членством или союзом с ЕС и надежды на полноценное членство в ООН, или же выбрать сторону Путина, ну тогда стать вместе с Россией изгоем. Есть у меня основания предполагать, что Эрдоган вынужден будет выбрать первый вариант. То есть вот Турция из этой группы стран 4, которые я вам назвал, Турция, Казахстан, Индия и Китай, Турция выпадает. В всяком случае, на обозримое будущее. И в это время возникает тут же буквально, как по мановению волшебной палочки, появляются страны, которые вроде бы готовы заместить в этом плане Турцию или подменить ее. Когда я говорю страны, вот сейчас будем обсуждать, что это за страны, я, конечно, имею в виду даже не страны, надо правильно дать определение здесь, я говорю о государствах. Государство, страна – это разные вещи, да? То есть страна – это территория, народ, культура и так далее. Государство – это чиновники, начиная там от самого мелкого гаишника или участкового милиционера или полицейского и кончая президентом, премьер-министром. Так вот, значит, мы будем говорить именно о режиме государственном, который сейчас, представитель которого принимают сейчас решения в отношении вместе с Путиным. Чаще всего это тайное решение. Итак, по сообщениям, эти новости к нам последовали из Индии. Во время недавнего визита в Индию министра иностранных дел Армении Мирзояна он сделал предложение индийским властям о образовании, установлении коридора, параллельного коридора к нынешнему существующему, который должен соединить индийский порт, крупный центр Мумбаи, с портом Бандар-Аббас в Иране. Дальше, учитывая, что у Армении нормальные отношения с Ираном, этот путь должен идти в Армению, а из Армении уже в Российскую Федерацию или дальше в Европу, минуя, подчеркиваю, Азербайджан. Минуя, потому что Азербайджан имеет приоритетные отношения с Турцией и Пакистаном, а Пакистан – это злейший враг Индии. Индия – это вторая экономика в Юго-Восточной Азии. Есть такие прогнозы, что она может даже обогнать китайскую, потому что темпы роста там достаточно серьезные, иногда превышают китайские. И как вы знаете, Индия – это один из основных потребителей сейчас нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации. И за счет чего, собственно говоря, Российская Федерация сейчас еще как-то так на поверхности держится. Хотя, как я вам рассказывал, данные статистические за январь-февраль показывают, что эти доходы рухнули за 2 месяца буквально на где-то 46%. Тем не менее, это надежда, это жизненно важно для Российской Федерации
чтобы был надежный какой-то маршрут, через который можно было бы поставлять товары в одну и в другую сторону. Но нужно сказать, что он был бы гораздо, вот если бы удалось организовать этот коридор, то он, может, был бы гораздо более таким близким, чем ныне существующий коридор, который называли север-север-юг. Ну, понятно, что само по себе образование коридора связи, коридора экономических путей, коридора торговли не является криминалом. И торговля даже между Индией, Европой и даже Россией, она не является криминалом или чем-то запрещенным, если речь не идет о несанкционке, если не идет речь о обходе наложенных, объявленных против Российской Федерации санкций. Поэтому вот вопрос, заменит ли Армения как элемент вот этого предложенного коридора, заменит ли Армения и собирается ли режим Пашиняна возместить или заменить для России Турцию, какой она была до последнего времени, в качестве базы для поставки подсанкционных товаров, а следовательно для оказания помощи России в обходе санкций. Ну и здесь что можно сказать? На Западе, в Соединенных Штатах, режим Пашиняна считается пророссийским. То есть сразу возникает подозрение, что Армения, вернее, существующий режим может потенциально быть использован Россией для обхода санкций. Поэтому немедленно появляется подозрение о возможном сговоре, и поэтому к Армении, к существующему режиму в Ереване, будет приковано особое внимание на Западе, в частности, Соединенных Штатов Америки, в плане страны режима, вернее, государства режима, которое можно рассматривать, вот, добавив к 4 государствам, из которых выпала Турция, смотреть, не появится ли там теперь Армения. Второе государство, которое я хотел бы с вами обсудить, это Казахстан. Казахстан, мы слышали в последнее время на самом высоком уровне от президента Токаева много дерзких, я бы сказал, заявлений, демаршей в адрес Кремля, которые позволяли некоторым аналитикам говорить, что Казахстан отдаляется намеренно, чуть ли не быстрыми темпами от Москвы в сторону то ли Запада, то ли Пекина, то, скорее всего, и в одну, и в другую сторону. Однако другие аналитики, которые имеют хорошие связи на местах в Казахстане, которые глубоко знают природу этого режима, ныне существующего, они рисуют совсем другую картину. И смысл их, вот главный вывод, который я бы мог для вас сформулировать по поводу того, что происходит в Казахстане в настоящее время, звучит примерно так, что режим Путина совместно с режимом президента Токаева, с одной стороны, при помощи всевозможных публичных высказываний пытается обмануть Запад, представляя, что они якобы являются противником путинской агрессии, что они осуждают эту агрессию и что Казахстан держится в стороне от этого дела и никоим образом не собирается оказывать, или пользоваться моментом, чтобы сделать какие-то деньги на этой войне, деньги на крови, и таким образом помочь Путину. В этой связи, значит, вспоминается заявление Токаева, помните, когда он приехал на экономический форум в России, и где он публично, значит, сказал, что мы не признаем
право России на аннексию территорий. Потом были такие достаточно дерзкие высказывания того же Токаева в Организации Объединенных Наций. Но на самом деле, по оценкам аналитиков, на самом деле под дымовой завесой вот таких громких заявлений режим Токаева по полной программе, но с умом, без глупости, фактически пользуется ситуацией, помогая России обойти санкции. Вот в этой связи пару заявлений, которые показывают о, так сказать, дымовой завесе. В конце декабря, 26 декабря 2022 года, министр иностранных дел Казахстана Тлеу Берди заявил в интервью японскому телевидению: «Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому экономика республики не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер». То есть публично мы не будем помогать России в ее попытках обойти ограничительные меры. Далее, буквально через 2 дня после этого, 28 декабря, Токаев подписал закон о контроле над специфическими товарами, движение специфическими товарами, который предполагает введение контроля за экспортом, импортом и реэкспортом товаров двойного назначения. Опять-таки якобы жест в сторону западного мира, сил добра, которая должна свидетельствовать, что серый экспорт через Казахстан не будет поступать в Москву. Но вот начинается Новый год, нынешний год, и 28 февраля 2023 года российский министр Мантуров, который, он является министром торговли и промышленности, вообще играет очень большую роль в военно-промышленном комплексе Российской Федерации. В частности, он там выходец из вертолетов России, авиация на нем. Ну, то есть один из, считается, самых активных и, что говорить, что скрывать, умных достаточно деятелей российского ВПК. Так вот, он провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Тасмагамбетовым, представителем Казахстана. Ну, тогда надо понимать, что Тасмагамбетов в этой встрече, он формально был представителем ОДКБ. Но понятно, что поскольку он является все-таки гражданином Казахстана, понятно, что он соблюдал при этом и интересы Казахстана. И он их соблюл. В ходе их встречи было достигнуто соглашение о углублении военно-экономического сотрудничества. То есть в рамках типа ОДКБ, но надо понимать, что из государств ОДКБ после России самой крупной экономикой и промышленностью является Казахстан, потому что ни Таджикистан, ни Армения, ни Киргизстан, даже вместе взятые, не могут соперничать с экономикой Казахстана. Так вот, значит, согласно этому соглашению, или то, что предложил Тасмагамбетов, реализовать меры по взаимодействию предприятий военно-промышленных комплексов стран ОДКБ, опять-таки повторяю, там говорится стран ОДКБ, но там из этих стран реально единственная страна, которая может это делать и будет делать, это Казахстан. Так вот, взаимодействие для совместной разработки и производства вооружений, военной техники, создание сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту. Внимание! В связи с геополитической ситуацией и возрастающей напряженностью. Кавычки закрываются. То есть, если перевести это дело на обычный язык, то из этого следует, что Казахстан берет на себя обязательства
Ну, за деньги, естественно, не за хорошие глаза, там, не за идеологическую приверженность курсу Путина. Так вот, берет на себя обязательство сотрудничать с Российской Федерацией по производству вооружений, в частности, наверное, скорее всего, так необходимых для Российской Федерации боеприпасов, без которых российские войска в Украине уже стонут, а также для производства, для ремонта той российской техники, которая, значит, несет потери на территории Украины. То есть речь идет о том, что российская ВПК не справляется с этими задачами. И идея состоит в том, чтобы Казахстан пришел на помощь. Вот такая, господа, ситуация. Такая вот ситуация. Углубление сотрудничества военно-промышленных комплексов двух стран. Это договоренность достигнута в конце февраля, всего-навсего пару недель назад. Помимо этого, в Казахстане полным ходом идет разработка транспортно-логистических хабов, через которые будет идти, надо полагать, серый импорт в Российскую Федерацию подсанкционных товаров. То есть будет происходить ровно то, что до последнего время происходило через Турцию. Теперь вместо Турции будут, во всяком случае, в этом направлении развиваются события, то есть Турцию будут заменять сразу два государства – Армения и Казахстан. При этом надо отметить, что вот это привлекло, когда Токаев произнес на экономическом форуме в России, что мы не признаем эти территории аннексированные. Но одновременно в рабочем, так сказать, порядке, в тех рабочих документах, которые были приняты в Казахстане за последнее время, значит, получается, что публично признавая территориальную целостность Украины, режим Токаева на самом деле, то есть государство, на самом деле этого не делает. Так, например, 2 марта, совсем недавно, 2023 года, Сенат Казахстана принял протокол, который на государственном уровне признал оккупированную Российской Федерацией территорию Крыма свободной экономической зоной, внимания, России. То есть де-факто это свободная экономическая для казахстанского государства Казахстан, это свободная экономическая зона, такая, как, например, Калининград или Магадан. То есть это фактически в практическом плане, в плане ведения бизнеса для государства Казахстан, Крым фактически это российская территория. Режим Токаева оказывал поддержку Российской Федерации в сохранении влияния на международном рынке урана. Но здесь надо вот что сказать. Прежде всего, уран – это понятно, это стратегический продукт, который относится к категории редких полезных ископаемых. И в последнее время администрация Соединенных Штатов бьет в колокола, когда, значит, посмотрели по цифрам, кто что контролирует в мире в этих редкоземельных ископаемых, и оказалось, что громадное количество их находится под контролем Китая. То есть это фактически получается страны Запада и прежде всего США находятся в зависимости, в стратегической зависимости противника фактически. Ну и уран, имея в виду ту роль, которую играет, значит, он играет в изготовлении оружия массового уничтожения, понятно, что он дважды является
стратегическим товаром. Мало того, что он редкий, он еще применяется вот для производства оружия массового уничтожения. Россия. Россия производила и производит до сих пор, ну, то есть она занимает первое место в производстве Ирана в мире и контролирует примерно 60% рынка. Казахстан. Казахстан является одним из лидирующих в мире государств, по-моему, тоже первое место занимает, по производству урана. И значит, это государство производит около 45% от общемирового объема добычи урана. Чем помог Казахстан Российской Федерации? Дело в том, что на территории Казахстана разработкой этого урана занималась российская компания «Росатом», которая находится под санкциями. Делала она это через, по-моему, 3 голландские компании, через 3 голландских филиала. Ну и когда «Росатом» попал под санкции, возник вопрос о том, что эти санкции должны быть распространены и на голландские эти дочерние компании. И все, тогда они попадают под санкции, и доступ российской компании «Росатом», одной из столпов военно-промышленного комплекса Российской Федерации, они попадают под европейские санкции, Россия лишается доступа к самым крупным в мире залежам урана. И вот режим Токаева дает возможность это все перерегистрировать на территории Казахстана. Этот процесс был быстренько провернут, и вот эти предприятия Росатома, они вышли из-под контроля голландских компаний и остались вне санкционного списка. Причем, что интересно, Казахстан, когда вот шел вопрос о том, что голландцы уходят, вместо них будут другие собственники, Казахстан как государство был главным претендентом на первом месте. Есть такое понятие в сделках подобного рода на международном уровне правило первой брачной ночи. То есть у какого-то государства или какой-то компании есть первое, главное право первым принять этот проект, приобрести его или отказаться. Казахстан отклонил себя, то есть, несмотря на всю эту националистическую, государственническую риторику казахстанских властей, они отказались взять под свой контроль, ну, в общем-то, одно из самых ценных, полезных ископаемых, которые обладает страна. Они отдали это Российской Федерации. Таким образом, что здесь нужно иметь в виду? Что то, что сделал режим Токаева, тот фейвор или услуга, который оказал в этой области Кремлю, фактически это идет вразрез с политикой президента Байдена, нацеленной на ослабление не только Соединенных Штатов Америки, но и Евросоюза от авторитарных государств в области добычи или производства редкоземельных металлов. Следующее, нечто подобное метаморфоза произошла и с золотом. На территории Казахстана разработки золотых месторождений золота и серебра занималась российская компания «Полиметалл». Интересно, что интересно, значит, имело также семейство, да, по-прежнему имеет семейство бывшего президента страны Назарбаева в лице его зятя Тимура Кулибаева. Сама Полиметалл, она не входит в санкционный список западных стран, но в связи с объявленными санкциями компания начала испытывать сложности в выплате дивидендов
акционерам компании, поскольку они должны, эти дивиденды были выплачиваться через иностранные банки, то есть через мировую валютную, мировую расчетную систему. И тогда опять режим Токаева пришел на помощь, который позволил перерегистрировать в Казахстане российскую Полиметалл таким образом, чтобы, значит, облегчить возможность получения дивидендов, которые, значит, приобретает эта компания за счет добычи казахстанского золота и серебра. Затем замечено резкое увеличение денежных переводов из России в Казахстан. Так, например, за прошедший год объем этих денежных переводов увеличился из России в Казахстан на 579%, то есть в 6 раз. Таким образом, Казахстан превратился в своего рода хаб, где представители Российской Федерации, но там, наверное, надо полагать не только частные лица, но и государственные предприятия, другие бизнесы. То есть это то место, где лица, компании Российской Федерации, опасаясь санкций Запада, прячут свои деньги. Следующая сфера, где режим Назарбаева, Токаева оказывает услуги Кремлю, это параллельный импорт. Ну вот смотрите, экспорт товаров из Евросоюза в Россию с марта по ноябрь прошлого года, собственно говоря, за время боевых действий агрессора на территории Украины, то есть экспорт товаров из ЕС в Россию упал на 47% в связи с санкциями. Главный удар был нанесен по санкционным товарам. И в это же время обнаруживается резкий всплеск поставок товаров из ЕС в другие страны, которые дружественные Кремлю. И один из них – это Казахстан. Причем на территорию бывшего Союза это главное государство, которое на 95% увеличило импорт подсанкционных товаров из ЕС в Казахстан для последующего реэкспорта в Российскую Федерацию. На 95% за март-ноябрь прошлого года. Что еще бросается в глаза при этом? Значит, некоторые государства, вот за тот же период прошлого года, некоторые государства, которые никогда не были замечены в приобретении определенных видов товаров подсанкционных, вдруг начали их закупать в огромных размерах, что ясно указывает, это делается для реэкспорта, для серого или черного реэкспорта в Российскую Федерацию. Так, например, в 2021 году, то есть до российской агрессии, Казахстан закупил микрочипов на сумму аж $12 тысяч. Я не оговорился. $12 тысяч. А вот за прошлый год, с начала агрессии, эта сумма увеличилась уже на $3,7 миллиона. То есть сравните, всплеск какой с 12 тысяч до 3,7 миллиона. Но 3,7 тоже, это не весь какая сумма может показаться, да, небольшая, но я вам скажу, я вам называл эту цифру, которую сейчас повторю раньше, что за прошлый же год Китай экспортировал в Россию этих чипов всего на $1,2 миллиона всего. Но это то, что прошло, так сказать, что западным аналитикам удалось выудить, просматривая экспортные документы Китая. То есть весь Китай $1,2 миллиона, Казахстан практически с нуля до 3,7, то есть в 3 раза больше, чем Китай. Хотя раньше таких больших потребностей
судя по статистике, страна никогда не испытывала. То есть понятно, что это делается для реэкспорта этих микрочипов в Российскую Федерацию. Дальше вот интересные цифры. Казахстан нарастил импорт смартфонов из Чехии с нуля в 2021 году до 164 миллионов евро в 2022 году. Турбореактивных двигателей, что, конечно, более серьезно, чем смартфоны. Кстати, на турбореактивные двигатели, если я не ошибаюсь, западные компании, такие как Boeing, затем другие авиационные компании мира, они просто прекратили их поставки. Так вот, Казахстан нарастил в прошлом году по сравнению с 2021 годом закупки турбореактивных двигателей из Польши на 219% до 140 миллионов евро. И, наконец, ноутбуков из Чехии на 280% до 67 миллионов евро. Понятно, что доходы населения не могли так взлететь всего за один год, и не было заметно начала работы новых предприятий высокой технологии в Казахстане, которые бы потребовали такого существенного увеличения закупок микрочипов и турбореактивных двигателей. Понятно. Понятно, что это все шло, во всяком случае, многое из этого пошло в качестве серого экспорта в Россию. Ну и, наконец, очевидное, невероятное. На территории Казахстана, как свидетельствуют некоторые факты, Российская Федерация проводила набор наемников в Вагнер, ЧВК «Вагнер», который орудует на территории Украины. Так, например, замечено, что в пабликах, работающих в Казахстане, рекруты от этого самого из Вагнера размещали свои объявления, предлагали денежные вознаграждения желающим вступить в ряды этой группировки наемников. Когда властям Казахстана было предъявлено это обвинение, они заявили, что речь идет не о наемниках, а речь идет о призывниках, то есть якобы Российская Федерация обращалась к своим гражданам, находящимся на территории Казахстана, что они должны быть мобилизованы, согласиться на мобилизацию. Но тут вот какая интересная новость, несостыковка получается. Мобилизация, она не предусматривает денежного вознаграждения. То есть российские органы мобилизации могли призывать своих граждан, которые уехали, убежали в Казахстан, прийти на пункты сбора и для того, чтобы быть мобилизованными. Но вознаграждения за этого нет, не предусмотрено. А вот в некоторых объявлениях, которые были размещены в пабликах в Казахстане от имени российской стороны, там речь шла о деньгах, о компенсации, то есть речь шла о наемниках. При этом надо иметь в виду, что ни один из этих, то есть не было проведено ни одного расследования по этому поводу, которое бы установило действительно факт и нашли виновных, кто на территории чужого государства, когда иностранцы российские на территории суверенного государства проводили вот такую работу. Хотя надо сказать, что были прецеденты, что когда кто-то, какая-то компания или представители пытались вербовать от имени Украины, вот тогда был, по крайней мере, один случай. Вот тогда было проведено расследование, и об этом стало известно, были предприняты соответствующие меры. Вот что, дорогие друзья, собственно говоря, я хотел вам рассказать в сегодняшнем выпуске. Безусловно, вот эти две новые тенденции, что касается режима Пашиняна в Армении и что касается режима Токаева в Казахстане, они уже привлекли внимание
в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, округе Колумбии. И все эти факты будут, насколько я понимаю, проверяться. Теперь эти две страны будут находиться под возрастающим контролем Соединенных Штатов и европейских союзников. Ну и общая тенденция в последнее время в санкционной политике и США, и Европы состоит в том, чтобы не столько объявлять новые санкции, сколько предпринять меры для того, чтобы закрыть все дыры, все обходные варианты для уклонения уже существующих санкций и для оказания содействия Российской Федерации в обмане и обхождении этих санкций, которые наложены. То есть речь идет фактически о вторичных санкциях. Кстати, несколько компаний Индии и вообще индийское правительство буквально в прошлом месяце, да, где-то в середине прошлого месяца, были предупреждены, то есть на уровне правительства Индия была предупреждена о опасности объявления против ряда ее предприятий вторичных санкций. Это делается впервые, потому что, против Китая, вы слышали, масса было упреков со стороны Вашингтона, угрозы были объявлены эти вторичные санкции, совсем недавно, кстати, за дроны, компоненты которых китайцы поставляли в Иран. Они входили в комплектацию этих шахедов, которые потом шли в Украину. Так вот, Индия как-то держалась в стороне. Ее все время уговаривали, демократическая страна, типа она должна принадлежать нашему лагерю, силам добра. Но дошло до того, что Индия была предупреждена. Поэтому, если уж дошло дело до Индии, то я думаю, что ужесточение контроля над санкционным режимом, если возникнет угроза его нарушения со стороны режима в Армении, существующих режимов в Армении и Казахстане, естественно, оно будет пресечено и найдет отражение в изменении политики западных стран в отношении нарушителей этого режима. Вот, собственно говоря, что я хотел рассказать вам в этом видео. И, как всегда, слава Украине, ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и веры в нашу победу. До новых скорых встреч!